Всем привет! Добро пожаловать обратно в пекарню в наследство. У нас дело идет полным ходом. Как видите, мамочка наша уже проснулась. Напоминаю, в прошлой или нет, в позапрошлой серии к нам вернулась мама нашей Зои, нашей владелицы пекарни, потому что папы не стало, ей стало одиноко и грустно в их загородном доме, потому что он стал пустым и одиноким. И она вернулась, в пекарню помогать своей дочери, потому что она чуть не потеряла вообще все дело ее жизни, потому что слишком увлеклась йогой, массажем и всем прочим. И, в общем, мама ей помогает в этом деле. Как видите, и в садике она тоже ей помогает. И, если честно, почему-то очень любит ходить, в этой ночнушке везде и всюду. Даже в пекарне разгуливает регулярно. И не знаю, к чему такая любовь, но вот она есть. И вначале вы увидели кусочек, как я обставляла. Это у нас, получается, столовая. Но она у нас типа гостино-столовая так получилось на самом деле. Такое вот странное расположение, потому что, в прошлой серии я начала прокачивать, изысканную кулинарию, прокачала до 6 уровня. Сейчас я вам все покажу, докажу, все окей. Кстати, я нашла новый баг в том плане, что, в прошлой не в прошлой серии, в прошлой части, когда у нас еще был Патрик, я жаловалась на то, что регулярно какие-то вещи недоступны на общественном участке. И здесь вот тоже почему-то изысканная кулинария у нас есть только, в качестве одного блюда. Ну, как вы понимаете, в изысканной кулинарии не одно блюдо. Ну вот мы за счет салатика капреза, который единственный нам доступен, мы прокачались до 6 уровня. Салатиков было приготовлено, мягко говоря, много. Но мы это сделали. Мы переделали, нашу столовую, и, сейчас я еще раз вам все покажу. Давайте отдалимся. Сейчас я вам, новости расскажу, и тогда мы уже запустим нашу пекарню. Мне кажется, получилось очень даже уютненько. На самом деле я потратила вообще практически все деньги, которые у нас были. Да, у нас осталось совсем чуть-чуть. Но зато более-менее до конца все сделала, потому что вечно мне то на шторы не хватало, то еще на что-то. А здесь я прям подкопила денег. Я, кстати, пару раз уже пыталась записать серию, но сейчас расскажу, что у меня было. Мне постоянно что-то мешало, зато за это время, пока вот я, пыталась, найти место, когда наконец-то начать запись, я накопила много денег и решила начать с того, чтобы, создавать, ну, не создавать, а перестраивать, одну нашу комнату, которая уже у нас вот открыта. В общем, вот этот вид мне очень нравится. Не знаю почему, мне как-то очень сильно все то, что надо. Немножечко даже на кухню хватило. Я вот, повесила тут, шторочки наконец-то. Это надо будет выкинуть. В общем, понемножку мы тут обустроились. И мы, кстати, можем начинать уже открывать следующую комнату. О, наша Зоя, кстати, проснулась. У нас здесь гостиная. По-моему, нужно обаяние. Я потом посмотрю. И там тоже какие-то деньги нужны. В общем, это у нас гостиная. И у нас еще останется, получается, детская и кабинет. И у нас есть еще одна ванная. Эту ванную мы тоже, наверное, будем платить за то, чтобы открыть, потому что, ну, как-то нечестно получается. Ту ванную мы платили, а эту мы не будем. Вот. И наша спальня, конечно, выглядит очень странно. Она такая вообще никакая. И ванная тоже у нас самая дешевая. Но пока так. Как бы мы, конечно, хорошо зарабатываем с нашей пекарни, и теперь еще с массажного кабинета. Ну так, с переменным успехом на самом деле. Но все-таки это такой длительный процесс. И не комната, а как раз-таки дом очень-очень большой. Он же, получается, сколько у нас этажей? Раз, два, три. Ну вот 3 этажа, и на каждом этаже по 2 комнаты как минимум. Это очень много. Обставить их все, сделать красивенько. И теперь вот возвращаясь к тому, почему, я никак не могла снять. Так, сейчас я тарелочку уберу, и расскажу вам. Так, вот. Потому что у нас начался тут мор наших посетителей. У меня постоянно что-то происходит с посетителями, и это какой-то кошмар. Так вот, сейчас получается лето. У нас, кстати, лето уже заканчивается. К счастью, то из-за этой жары, короче, было лето, самый разгар. У нас здесь работал наш камин, и ну, я здесь ставлю, я кусочек видео подсняла. У нас начали умирать персонажи, которые у нас тут пришли, посетители. У нас умерло, насколько я помню, 5 посетителей или 4 от жары. И это было так долго, это было так трагично. У нас же тут смерть пришла, она, в общем, долго тусовалась. Сначала она пришла вот сюда, она была закрытая, потом мы переместили ее сюда. В общем, это заняло больше... Что?
испорчено? Серьезно? Вы чё такое? А что такое? Ой, блин. Сейчас мы, кстати, все проверим. Так вот, я отвлеклась. И, в общем, это все было очень долго, трагично. Мы долго от этого всего отходили. И наконец-то отошли, все хорошо. Мы запустили снова пекарню. Я начала снимать, и у нас опять произошла смерть. Но в этот раз у нас просто от старости умер посетитель. И опять все это долго. Смерть приходит очень долго на общественные участки. То есть она вроде как должна сразу, но не сразу. И потом, если вот она застрянет в каком-то помещении, которое закрыто, нужно открывать, и нужно следить, чтобы туда не попали посетители. В общем, это такая долгая-долгая история. В итоге я плюнула, решила не снимать. И сегодня, получается, следующий день после этого всего. Итого у нас умерло практически 6 посетителей. Это вообще какой-то кошмар, честно признаюсь. Так, сейчас мы, кстати, все проверим. Вот. А еще я очень сильно хочу проверить, как у нас с нашими вышивками все происходит. Потому что, помните, в следующих предыдущих сериях у нас воровали наши вышивки. Я сегодня хочу их так создать копию и создать копию специально. Создам копию, повешу и буду за ними следить. Вот прям буду следить, честно. Ой, ты в туалет хочешь? Да, такое бывает. Такое бывает. Что у нас унитаз сломался, что ли? Надо бы уже на самом деле открывать нашу пекарню. Наша собака, как обычно, в шоке. У нее всегда все плохо, она всегда в расстройстве. Но, к счастью, наша Зоя в хорошем настроении. Это меня не может не радовать. Давай, и ты, милочка, переоденься, потому что они любят. Такие проснулись и пошли в том, в чем были, в том и пошли, собственно говоря. Так, давай-ка, наверное, тебя вот в это переоденем. Потому что ты у нас, во-первых, откроешь пекарню, во-вторых, ты опять станешь за массажный стол. Я не то хотела сделать. Почему у меня это произошло? Открой, пожалуйста, пекарню. По поводу массажного стола. У меня была неудачная серия, когда мне вообще никто не заплатил. У меня был удачный день, когда мне заплатил один человек, и мне было приятно. То есть я заметила, что в общем, от случая к случаю. Вот я по-другому не могу никак сказать. То есть то она простоит целый день, и ничего не будет происходить, никто не подходит, хотя посетителей целая куча. У нас такое проходное место достаточно. То она как бы сделает массаж, никто не заплатит. То она сделает один массаж, и ей вроде как заплатят, но за целый день. И я решила не оставлять попыток, чтобы все таки заработать. Ну, мы же не зря вот эту всю халабуду настроили. Мы так много денег туда вбухали, чтобы вообще бросить это дело. А еще, кстати, если никто не задействован на этом массажном столе, то есть никто, если не стоит там, ну, именно Хлоя, то наши посетители друг другу делают массаж, понимаете? Они такие начинают: "А как ты пошла вообще? А почему ты так пошла? Подождите, что происходит вообще? А что?" Так. Подождите, почему все, во-первых, так виснет, и во-вторых, почему ты пошла таким кругалем? Мне просто чисто интересно, как ты будешь идти. Так, и что, она прошла сквозь? Нет. Ну, как бы да, с другой серьезно? Ты просто... Это немножко странно. Она стоит тут в углу, хотя должна стоять здесь. Что это такое вообще? Как это называется, а? Скажите мне, пожалуйста. Иди к себе на место вообще-то, а не там, где ты стала. Так, нам нужно проверить, что здесь. А то у нас, оказывается, что-то есть не очень. Так. Мгм. Надо еще поубирать. Ага, ты у нас уже вся в действиях. Так, у нас здесь все хорошо, нормально, плохо. Серьезно? Я думала, что у нас тут все отлично, но у нас тут великолепно. И один день всего остался. Мгм, мгм. Надо проверять, в общем, более тщательно. Так, 8 дней. Вот наши крем-брюле. Мы это продавать не будем. А чё ты не выкинулся? Я же тебя выкинула. А, что-то произошло. Наша мама, наверное, не выдержит сейчас этого напора. Так, цельнозерновые, все окей, все окей. И да. Так, давай-ка мы тебе вот это все отменим. Давай.
Не собираю урожай. Ладно, уже разрешаю тебе не собирать урожай. Так, здесь все нормально, нормально, нормально. Слушайте, ну, только одно что-то пропало. Бедненько, конечно, но может сегодня распродастся. Не факт, конечно. О, какой у нас большой сад. Вы подумайте. Все, давай бросай, все, беги. Потому что будет сейчас катастрофа. Маленькая катастрофа. Может быть, и не маленькая. Так, у нас, кстати, ты идешь вообще? И потом переоденься, я тебя прошу, потому что в этой ночнухе это как бы не очень то, что нужно. Смени одежду, пожалуйста. У нас же есть тут фирменная наша штука. Так, она вроде бы сделала эти, как их называют, копии. Так, вот у нас есть, да? Корова. У нас, кстати, очень симпатичные эти... Нет, она не сделала, серьезно? Вот сделала. Смотрите, какие кролики у нас симпатичные. Такие классные они, конечно. Конечно. Почему у меня такой странный говор? Ну ладно. Так, ты хочешь кушать, но что поделать? Что поделать? Мы пока не можем покушать. Я хочу, чтобы ты еще одну копию сделал. Ага, и продать надо. На продажу. Вот, на продажу. Может, я забывала поставить на продажу? Все возможно, на самом деле. Я такой человек, что как бы... Да что ж помочь с уборкой бесконечно? Это почему я на это попадаю? Помою посуду, потому что ты сейчас, да, будешь рассказывать о том, что тебе все воняет, все плохо. Она у нас, по-моему, чистюля, поэтому ей все вообще не нравится. Выбросить испорченную еду. А здесь вот лужу надо потереть. Нужно привести в порядок, в общем, свою пекарню. Она хоть и не лично твоя, но все-таки ты приехала помогать. Помогай, как бы. Так, у нас посетители начали накапливаться. Ага, она переоделась. Хорошо. Так, подождите. Подождите. У нас появился второй обруч. И эть. Корова. Смотрите, какая корова. Классная. И мы смотрим за нашими вышивками. Внимательно смотрим. Так, ты у нас убираешь, да? Хорошо. Что-то у нас там тоже пропало. Бесконечно пропадает. Вот это тоже очередной баг, что бесконечно пропадает в... Ну как, в холодильнике. Ты, получается, готовишь большую порцию, они там съедают одну-две штуки. Давайте попробуем массаж предложить. Они, кстати, могут отказаться, могут не согласиться. Вот, ты готовишь, ешь одну-две порции и как бы ставишь в холодильник, и там буквально через пару часов оно все пропадает. Почему так? Непонятно. Что-то как-то сегодня не идет все-таки массаж, никто не хочет идти, даже приглашаться никто не хочет. В общем, я бросаю это гиблое дело. Я глянула, что там нужно для нашей гостиной, и это комедия. Я думала, что обаяние, честно признаюсь, но обаяние там для чего-то другого. Так, чего мы не включим никак музычку? Я вот не понимаю, почему мы себя в этом ограничиваем. А что у нас, что-то купили или что? И я бы ей тоже включила музычку, потому что она что-то совсем грустное. Сейчас мы немножечко приведем в порядок и будем прокачивать комедию. И для этого я предлагаю, на самом деле, разговаривать с нашими посетителями. Так, а мы же можем сюда сходить, на самом деле. Да? Да, почему нет? А почему бы и нет? Давай, открывайся. Сходи в душ. Вот на самом деле душ получше, чем у нас. У нас все самое лучшее в пекарню, если честно. Так, а потом мы разберемся, потому что надо еще покушать. Так. Это я ускорила, думаю, что они так быстро начали передвигаться. Торт вулкан. Зато у нас, кстати, идут хорошо по продаже. Потому что у нас уже 3 предмета купили на 845. Я считаю, это очень даже круто, на самом деле. Это такой неплохой показатель. Очень даже. И мы, возможно, более-менее как-то за адекватное время успеем все обустроить.
Ну, в смысле, я хочу уже гостиную сделать. Мне уже хочется как-то привести это все в порядочек, именно в плане... э, куда ты пошел? Куда? Куда? Вот так вот. Приперся к нам посетитель, понимаете ли. Я тут присела ненадолго, а он ворвался. Так, ты наушники-то одела, а? Похоже, она не надела наушники. Чё это такое-то, а? Это у тебя уже просто все немножечко на нуле уже. Так, наушники, капельки включить. Я ж тебя включала вроде бы. Тоже ретро. Все. А то ты сейчас умрешь от скуки. Они, к сожалению, начали от этого умирать. У меня было такое, что персонаж от злости умер. И я вообще первый раз такое встретила, если честно. Это, кстати, вот изысканное блюдо. Давайте. Вот, салат капреза. Вы понимаете? Капреза и все, больше ничего. Но это же не так. Я не знаю, что это за прикол. Но спасибо, конечно, что хотя бы салат капреза, что мы хоть как-то смогли прокачать нашу изысканную кулинарию. Давай быстрее, пожалуйста, все это делай. Ну, у меня начало немножечко продвигаться. Так, ну что, ты общаешься с покупателем? Давай его склонять к покупке. Это, конечно, гиблое дело, вот честно вам скажу. Это сложно, долго и не очень эффективно, но все-таки нам нужно немножечко подкопить баллов, чтобы совершали быстрее покупки. И нам прям нужно. Там, по-моему, больше 1000 какие-то нормальные. Так, ты еще кушаешь, но потом мы... Так, ты у нас зевака, любит общаться. Ты у нас кто? Покупательница. Вот, давай к покупательнице попристаем. Поприветствуй покупателя, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас мы будем упражняться в юморе, в комедии. Мне кажется, это как-то побыстрее и повеселее получается, чем просто сидеть там книжки читать или что у нас там. А у нас даже компьютера нет, потому что за компьютером можно же шутки писать, но нет. Но у нас после йоги стала такая сухая и худая, и мышцатая какая-то. Она меня пугает. Куда она зашла? В холодильник? Что это такое в последнее время происходит? Так, ну, она поздоровалась, она... Ага. Отлично. Я считаю, отлично. У нас уже 1141. Я прям рада, что у нас тут происходит. Так, она напряженная. Как раз-таки ее можно расслабить шутеечкой. Шутеечкой мы сейчас ее расслабим. Она у нас будет шутничком. Где у нас? Веселые действия. Вручить смешной подарок, показать пародию, анекдот про уток. Давайте более безопасный. Про политиков не надо. Это всегда плохая затея. Так, ну что, отвечай на ее вопросики. Они что, просто так болтают? Да, не надо просто так болтать. Нужно по делу болтать. Так, ну и чё? Угу, у нас начали набираться очки. Это хорошо. Это прекрасно. Мадам, а ты не хочешь с ним договорить? Ты же вроде бы его так хорошенечко окучила. Ответь на вопросы, пожалуйста. И, наверное, что еще? Ну что? Обсудить предпочтения. Давай, заканчивай. Ну, в смысле, не заканчивая, добивая его до покупки. И чего вы там стоите? Вы уже все договорили? А где это, что первый уровень мы уже достигли? Она так и не пошутила, что ли? Она так чисто отменила себе все действия, да? Я так понимаю, они любят это, как выбор, как... Ой-ой-ой-ой. Так, ладно, анекдот расскажи и иди обслужи покупателя. Итак, доброе утро, это уже следующий день. Вчера толком ничего не произошло, в принципе, мы добили этого покупателя, так сказать, довели до покупки, но покупку он так и не совершил, потому что вроде бы появился этот значок, но почему-то обслужить покупателя мы не смогли. Это, к сожалению, бывает.
такие ситуации. Это неприятно, обидно, ну ладно. Ну, я считаю, мы на самом деле вчера неплохо заработали. Наша мамаша уже встала, проснулась и бодра и полна сил. На самом деле только 8 часов утра, но мы сейчас уже откроем нашу пекарню. В принципе, ничего страшного не будет. Так, у нас тут еще что-то есть. Это не может не радовать. Я не буду пока нового допекать, потому что оно, кажется, пропадает, не все продается. У нас тут вроде тоже неплохо все. Как-то очень даже... Да, у нас тут целый этот морковный торт есть. Ой, у нас полно всего. Пополнять пока не надо. Я тогда очень сильно насела как-то и приготовила так много, что до сих пор можно спокойно на этом всем выезжать. А у тебя есть наушнички? Скажи мне, пожалуйста. Ты что-то такая грустная, нет у тебя наушничков. Ну, давай послушаем отсюда музычку. Выключить, слушать, танцевать. Вот, потанцуй. Привлеки внимание к нашей пекарне. Она так смешно ходит. Ой, подождите. Я, если честно, хотела немножечко поменять нашу Зои, потому что она у нас такая прям девочка-девочка была, с кудряшками, со всеми делами, в шортиках. В общем, какая-то, говорю, такая девочка-девочка. Я думаю, что пора ей немножечко поменяться. Взрослеть еще рановато. А вот поменяться, поменять стиль, я думаю, самое то, на самом деле. Я не то сделала, вот, я хотела, чтобы она, как обычно, переоделась, потому что она не переодевается, блин. Она не любит переодеваться. У нас, кстати, уже осень. Мгм, 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 мгм. У нас осенняя осень. А еще мы вчера вообще никак не прокачали навык комедии, хотя я хотела, но как-то вообще не очень пошло. Мне кажется, можно еще и перед зеркалом его, насколько я помню, по-моему, тренироваться. О, вот, у нас же есть здесь зеркало. Так, репетировать, входить в роль, освежиться, собраться, дискутировать. А я не помню, слушайте. Я хотела отжать уже с паузы вроде бы. Подождите, у нас здесь должно быть комедия. Вот, можно зеркальце. Так, мы открылись. Подождите. Так, комедия. Повышение навыка разблокирует новые шутки. Так, с микрофоном. А что? Так, изменить персонажа, выбрать наряд, собраться с мыслями, освежиться, учиться входить в роль. Дар рассказчика, репетировать речь, дискутировать. Ну, это не то, ну что? Нет, это как-то не то. Почему нету этих... Не всплывает объяснение-то, а? Я не понимаю. Так, романтический лад. А вот чем вот это все отличается друг от друга? Я не понимаю. Ну ладно, сейчас решим. А чё она за загородочка решила такая? Я тут аккуратненько постою, чтобы никому не мешать. Я тут буду танцевать. Так, чё не переключается? В последнее время у меня еще не переключаются персонажи. Как-то очень долго все это происходит. А где вообще покупатели? Ага, вот 2 несчастных покупателя. А чё вы не заходите? Чё вы тут торчите? Какая дамочка симпатичная. С какими-то звездочками на лице. Как интересно, каких колготюлях она. Классная, а? Такая неординарная дама. Так, переключилась наконец-то. Так, ты танцуешь, хорошо. Ты у нас немножечко подустала, в смысле, подзагрустила, и поэтому ты у нас танцуешь. Хорошо. У нас появился наконец первый покупатель. Это радует. Ой, эта женщина красивая, интересная, зашла к нам тоже. Это интересно. А ты у нас готовишь кушать. Супер полезный салат, супер-пупер. Я тоже хочу какой-нибудь супер-пупер полезный салат съесть с удовольствием. Давай, ешь. И что у нас все-таки дискутировать? Я не знаю, что нам. Что нам, учиться входить в роль или совершенствовать дар рассказчика, репетировать речь? Что нам нужно делать? Вот что. Давайте входить в роль. Попробуем. Мне кажется, обаяние будет просто прокачиваться. Ну, обаяние нам тоже нужно, поэтому, давайте так. Вы знаете, я только что проверила, обаяние нам не нужно, нам нужна логика. Вот так вот.
Чё-то как-то что-то несправедливо в этой жизни. В смысле того, что, мне казалось, что она нам нужна, она нам не нужна. Слушайте, это я поставила, да, вот эту штуковину? Какую-то странная она такая. Нам бы еще, конечно, улицу украсить. Вот это было бы вообще шикарно. У нас, кстати, тут что-то осталось с прошлого раза. А здесь у нас вообще все закрыто. У нас даже нету ни входа, ни выхода. Я тогда удалила. Так, ты кушаешь, ты там... А, там танцует такая, зажигает. Посетители у нас какие-то грустненькие, все, никто ничего не покупает. Это зажигает. Зажигалочка наша мама, зажигалочка. Зато смотрите, как у нее все хорошо. Так, сколько мы открыты? 2 часа, у нас пока ни одной продажи. Ну ладно. Нормалек. Нормалек. Так, о, ты подошла. Сейчас посмотрим, что у нее прокачивается. И у нее актерское мастерство, вообще актерское мастерство. Я забыла, что есть отдельное. Нравится. Ну, хорошо, давайте, ей нравится актерское мастерство. Может, она вообще уйдет в этот в актеры. Выбрать наряд, любоваться собой, учиться заигрывать, совершенствовать дар рассказчика. Ну, давайте попробуем. Теперь следующее. Так, актерское мастерство ей понравилось, но это немножечко не то. Нам все-таки нужно... Так, а это что? Обаяние. Вот, обаяние. Так, стоп. Нам обаяние не надо. И теперь последнее. Репетировать речь. Вот, и все, в принципе. То есть, мне кажется... О, у нас наша мама там натанцевала уже на второй уровень, вы понимаете? Она такая энергичная женщина, что аж уже второй уровень получила. Так, отменяем. Ну, отменяйся, отменяйся. Так. Все равно обаяние. Вот, нет, и все, да? Да, обаяние. Но у нас уже обаяние есть. Для чего-то оно все-таки надо было. Может, я неправильно посмотрела. Ну, у нас уже есть обаяние. Кстати, наши вышивки никто не украл, но никто и не купил. А эту я выставила на продажу? Да, снять с продажи. Снять с продажи. Нет, мы не хотим снимать с продажи. Ну, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Надо как-то прокачивать наш навык. Комедии я пока не понимаю как. Не хочу... Ну как, мы не можем, в принципе, купить компьютер, пока у нас не открыт кабинет. А для того, чтобы нам открыть кабинет, нам нужна логика. А я вообще хотела гостиную открыть. А логику? А как нам, кстати, логику прокачивать? С помощью чего мы можем прокачать логику? Давайте-ка посмотрим, если она у нас вообще есть. У нас ни одного еще пока нету, мы не знаем, как прокачать логику. Ясно, понятно. Мы как-то это выясним. Ты идешь вообще или нет? Или ты там застрял? Да, она там застряла. Ну вот, бывает, в жизни огорчение. Это там танцуют все. И у нас никто не покупает ничего. Я считаю, идеальный день. Мама танцует, дочка зависла, покупатели тоже что-то загрустили. Может, из-за того, что осень у нас наступила. И как бы никто ничего не делает. Так, может быть, во внутренних каких-то запрещенные слова упражняться в пении. Вот в пении, пожалуйста. Наряды, другие варианты. Смотреть на плакат, пройти на пробежку, кататься, действия. Ничего мы не можем сделать. Вообще ничего. Давайте поговорим с мамой. Почему бы не поговорить с мамой, не посмешить ее? Мне просто кажется, что с ней как-то это будет попроще делать, чем с новым персонажем выстраивать отношения. Потому что даже смешные какие-то действия могут быть отвергнуты у нас, если не очень хорошие, но эти хамский анекдот. Давайте посмотрим, насколько быстро это все будет прокачиваться. Мне даже интересно. Давай, вручай мамаше подарок. А, она все колбасится. У меня там своя атмосфера вообще. Всё. А что это? Почему они не повернулись даже друг к другу? Ей не понравилось, представляете? Вот. Вот так вот. Что-то как-то у нее, видимо, не очень отношения с мамой. Но они долго жили друг без друга. Может, как-то оно так отвыкли. Ну что, ну не понравился ей, не понравился, что поделать. Да, бывает в жизни огорчения. Ну что? Так, показать пародию. Расскажи анекдот, пожалуйста.
А у нас все музычка рубит. Хотя мне в прошлые разы казалось, что как только мы скрываем пекарню, музыка прекращается. Ну, в смысле, она автоматически выключается. Но вроде бы нет. Как видите, у нас уже второй день играет, и я не выключала все это дело. Так, ну что у нас там, комедия прокачивается? Скажите мне, пожалуйста. Ничего у нас не прокачивается. Обаяние, фитнес, что у нас? Комедия не прокачивается. Не хочет она прокачиваться. Хотя мы смешные истории говорим. Рассказываем смешнявки. Ну, ничего не помогает. Я не знаю, как еще прокачать комедию. Что там нужно еще делать? Ну вот разговаривать, в микрофон говорить. Вот в зеркало. Что в зеркало говорить, а? Скажите мне, пожалуйста. Ну, что тут не продвинулось? А, вот. Нет, слушайте, ну продвигается. Сейчас мы маму засмешим, и мы как-то продвинемся в комедии. Ну, конечно, это будет очень долго, честно. Вот таким макаром, конечно, это будет просто невыносимо как-то долго. И мне это как-то не очень, если честно. Нет, ну вы посмотрите на это, вы посмотрите на это. Вот вы догадываетесь, что она делает? Вы догадываетесь, что происходит? Это 6-я или 7-я смерть, я уже запуталась. Это какой-то кошмар, это проклятие моей пекарни. У меня приходят и умирают персонажи, умирают мои покупатели. Это что это такое? Это аура какая-то, что они приходят и умирают. Ну что это такое? Сейчас нам опять все, ну, короче, испортят нам вообще всю эту картину. Что это такое? Ну как вообще это все понимать? У нас кто-то даже что-то хочет купить. Давайте. У нас же можно как-то обслужить покупателя. Вот этого покупателя я не могу никак обслужить. Вот что это такое? Видите, представятся другие варианты. Нет, ничего нету. Невозможно. Ну, хотя бы девочку обслужи, а. Ну вот что это такое? Сейчас мы опять будем долго и нудно ждать смерть. И все это будет. А еще я купила микрофон. Очень вовремя она решила, ну, в смысле, я ее назначила рассказывать анекдоты, понимаете? Очень вовремя. Это прям... Да, обслужи, пожалуйста, покупай. А, слушайте, очень быстро пришла смерть. Вообще очень быстро. Слушайте, повезло сегодня прям. Сегодня нам повезло. Нет, она не будет обслуживать покупателя, она будет скорбеть. Она будет бесконечно скорбеть, и вот из-за этого все как бы все плохо, потому что никто ничего не хочет делать. О, ура! Они вот это бесконечно оплакивают. А это анекдоты травят, вы понимаете? Это травит анекдоты. Это такое что-то сюрреалистичное. Так, смертушка, давай уже работай. Они с планшетиками, кстати, приходят. Вы видите, уже такие модные. Модно-молодежно. В этом что-то есть. Вечный плач. Это анекдоты. Ну, как бы... Она очень игривая, и надо как-то сбрасывать эту энергию. Что у нас там? У нас же комедия про это, да, прокачивается. Хорошо. Это не может не радовать. Ну почему он не завершает? Вот ничего не завершается. Все как-то очень долго происходит на самом деле. Хоть закрывай пекарню в этот момент, потому что это какой-то вообще сюр. Невыносимый. Ладно, вот на этой сюрреалистичной ноте я предлагаю закончить, потому что, в общем, это еще надолго, честно вам скажу, это еще часов на 5 на самом деле, пока они вот это все отплачут, пока уйдет смерть, пока они все успокоятся, в принципе, уже надо будет закрывать пекарню, продаж сейчас уже не будет, все они будут ходить грустные, и смысла от этого всего нету. Но по поводу преобразования нашей главной героини я не отступаюсь. Как раз следующую серию с этого и начнем. Потому что пока что открыть очередную комнату мы не можем. Мы еще не заслужили этого дела. Но с микрофоном, я думаю, как-то будет повеселее, побыстрее это все дело. Вот. И мы как раз начнем следующую серию с того, что немножечко переоденем и переделаем нашего главного персонажа, потому что ей уже пора немного взрослеть. А то она все в этих комбезиках бегает,
Надо быть серьезнее, надо быть серьезнее. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих серий. Пока-пока.